Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сейчас мы находимся в таком месте, называемом это Токио Хакубутскан. Это музей Эдо и Токио. Вот вы за мной можете видеть мост и различные зоны, оформленные в виде Эдо, Токио. И сейчас мы по ним походим, и я вам их представлю. Мы договорились с работниками музея, зарегистрировались как пресса, и поэтому удалось снять для вас это видео из музея. Находится он недалеко от станции Рёгоку. Будет несколько частей. Давайте посмотрим на то, как выглядела Япония несколько сотен лет назад. Замок Эдо расположен в Чиёда, одном из 23 специальных районов Токио. Поэтому его еще иногда называют замок Чиёда. Построен в 1457 году самурайским полководцем Отодо Каном. В 1590 году его перестроил основатель династии сёгунов Токугава и сделал его главной цитаделью сёгуната Токугава аж на 15 поколений своего рода. Начиная с 1869 года замок Эдо является местоположением Токийского императорского дворца. Вот посмотрите на карту. Справа карта замка Эдо и его окрестностей в период Эдо. А слева карта современного Токио, где коричневым цветом показано местоположение Токийского императорского дворца. Друзья, за мной вы можете видеть макет Эдо. Раньше так называли Токио. Вот все, что вы видите, это было 400 лет назад, в период Эдо. Давайте сейчас подробно посмотрим. Здесь даже специально оставлены бинокли, чтобы можно было посмотреть на город Кедо-Единого. Японцы, самураи, торговцы, ремесленники, они сделаны вручную, каждый совершенно по-разному. И вот можно посмотреть на город. А вон там вдалеке мост, который вы можете видеть, это Нихонбаши. Вот он здесь тоже представлен, вы можете посмотреть. Правда, здесь половина его только, 1/2. Далее вы можете видеть, как выглядел город в период Эдо. Сам период длился с 1603 года по 1868 год. Но данный макет показывает улицу Эдо примерно 1630-х годов. Ремесленники, торговцы, самураи и прочие японцы занимаются своими делами. Этот торговый район образовался вокруг одноименного моста, построенного в 1603 году. Мост Нихонбаши и по сей день существует, только, конечно, перестроен после уничтожения при бомбардировке Токио в 1945 году. Вокруг него по-прежнему много магазинов и больших торговых центров. Вот таким поместьем в период Эдо владели даймё, крупнейшие военные феодалы того времени. Даймё — это элита среди самураев, считай, лучшие из лучших в японском средневековом обществе. Впрочем, о самураях и сословиях мы еще поговорим в отдельном видео. Такое поместье называли даймё-ящики, что дословно можно перевести как «особняк даймё». В 1684 году в нем жило 3195 человек, а размеры его были сопоставимы с целым кварталом. На поддержание особняка тратились очень большие деньги, потому что считалось, что все должно быть самое новое и дорогое. Вот эта конструкция называется каго, а в данном случае даймё-каго, потому что использовалась как транспорт для военных феодалов даймё. На русский язык можно перевести как паланкин. Вес таких носилок был около 50 кг, а тянули его 4 человека. Суммарный вес более 100 кг. Но были и простые паланкины, которые использовали как такси зажиточные японцы разных сословий. Многие говорят, что в Японии очень маленькие квартиры, узкие улочки, и вообще Япония вся такая маленькая. Вот вы можете посмотреть за мной. Это квартира, в которой жили японцы в период Эдо. Вот все, что здесь вы видите, это целая квартира на одну семью, а семья в период Эдо это была примерно из 4 человек. То есть вот в такой вот маленькой каморке ютилось 4 человека. Это одновременно и кухня, и спальня, и все остальное. Туалета и ванны здесь не было, они были снаружи. Современные японские квартиры, конечно же, побольше. Наверное, не просто представить, как в такой маленькой комнате проживала целая семья. Но в то время многие приходили домой только под вечер, чтобы просто поспать. Поэтому размеры дома не сильно удручали японцев того времени.
Туалет в старых японских домах располагался на улице и представлял собой по сути дыру в полу. Такие же есть и в России в деревнях. Воду брали из колодца, используя для этого деревянные ведра. А здесь вы можете видеть старинную японскую мастерскую, которая была в период Эдо. Вот сидит здесь человек, и он делает такие шкатулочки для табака. Раньше они выглядели вот так, и, что интересно, не используя никакие гвозди, ни клей, ничего, а вырезали из цельного куска дерева. А прическа вот у этого древнего японца называется сакаяки. Здесь вот выбривали, а оставшиеся волосы собирали в пучок, обмазывали их специальным таким маслом и просто сверху на макушку клали. И получалась вот такая вот прическа. Раньше у самураев тоже была очень популярна. В средневековой Японии особо не было офисов или каких-то фирм, куда приходили работать люди, поэтому большинство мастеров работало на дому. Эта комната одновременно служила и мастерской, и жилищем. Некоторые даже перед домом продавали свои товары. А тут вы можете видеть что-то вроде старинной школы в период Эдо. Вот такая вот комната, она одновременно служила жилищем для преподавателя, для учителя, и одновременно сюда приходили дети заниматься, ставились столы, и при том, что в тот период не было обязательного обучения, не было обязательного образования, поэтому дети сами изъявляли желание учиться, либо их сюда направляли родители, и они приходили, при этом, что обучение было бесплатным, и каждый платил чем может. Например, приносил какие-нибудь овощи, фрукты, возможно, помогал по дому, помогал с уборкой, либо с обустройством как-то дома. И вот такое вот было образование в тот период. Дети хоть немного учились писать по-японски. Книжные магазины в период Эдо выглядели как лавки по продаже картин и постеров известных самураев, сумоистов и так далее. Также можно было купить книжки со сказками для детей или подвигами воинов. Здесь вы можете видеть вот такую вот большую штуку, называется она матой, и это, по сути, знак. В период Эдо было очень много пожаров, и действовало 47 пожарных команд. И чтобы между собой не путаться и показывать другим, что вот мы это место уже тушим, идите в другое место, потушите там, ставили вот такие вот знаки. Вот здесь даже сзади видно, как их использовали во время пожаров. И один из японцев ее держал, чтобы показать другим. И эта штука довольно тяжелая. Весит, ну, наверное, килограмм 20, я думаю. И у каждой из команд были свои знаки. У кого-то там какой-то рисунок, у кого-то форма немного другая. И так люди отличали друг друга. Вот эта необычная конструкция – передвижная палатка по продаже собы. Использовал ее один человек, хотя весит она более 30 килограмм. В множестве ящиков лежит лапша соба, вода, какие-то специи и многое другое. На вывеске написано иероглифами 2 и 8, но читается это не как 28 ниджухачи, а как 2-8 нихачи, и говорит о том, что цена за порцию собы была 16 мон. Надо было перемножить эти цифры. Здесь вы можете видеть магазин по продаже суши в период Эдо. Обратите внимание, что суши написано справа налево. Сейчас в Японии читают именно слева направо. А раньше вот было наоборот, видите, суши. Также посмотрите, здесь вот есть суши, разные представлены, которые использовались в период Эдо. И размер у них намного больше, чем то, что вы можете сейчас приобрести в каком-нибудь ресторане. Поэтому, чтобы соблюдать этот размер, который был давно, в ресторане, когда вы заказываете суши, вам приносят не одну, а 2 штучки. Эти 2 штучки, если их сложить по размеру, также будут как одна в период Эдо. Вот такие вот магазинчики. Раньше японцы ходили с ними по городу и продавали рыбу. Вот эта вот вся конструкция весит 26 килограмм. Сейчас попробуем ее поднять. Правда, она очень низкая, поэтому ее очень сложно поднять. Так. Вот так вот ее носили. Это древний сейф для денег. Весит 14 килограмм. В древности воры воровали его, вместе с ним бегали по крышам. Довольно тяжелая штука. На этом мы закончим первую часть прогулки по музею Эдо Токио. В следующий раз вас ждет продолжение выставки Эдо, а также период Мэйджи. Надеюсь, что это видео вам понравилось и вы узнали что-то новое.
Не забывайте подписываться на канал, чтобы следить за новыми видео, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания. Также мы с Микки начали новый проект по всем 47 префектурам Японии. Поэтому, если вам интересно, перейдите по ссылочке в описании и ознакомьтесь. Будем рады, если поддержите нашу идею. Q14 キロ。結構重いよね。